Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 23 декабря. Обязательно обратите внимание на то, что нельзя делать сегодня. Обойдитесь без этого, иначе беды навалятся на вам на голову. Обращаем на это ваше внимание. Также уделим внимание народным приметам, народному календарю. Поговорим о том, что сегодня за праздник, что наши предки делали в этот день. А также уделим немного внимания лунному календарю. Далее более подробно в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Итак, друзья, народный календарь на 23 декабря. Итак, 23 декабря отмечается народный праздник День Мины. В церковном календаре это день почтения памяти Мины Красноречивого, Эрмофена и Евграфа. Другие названия праздника – Мина, Эрмоген, Евграф или оберег от полуночниц. Также 23 декабря было начало Спиридонова поворота. Мина – светлые очи. Так называли наши предки этот день. А согласно церковному календарю, в этот день вспоминали великомученика и чудотворца Мину. В народе этот день назвали Мина Светлые Очи за то, что прославляемый 23 декабря угодник умел исцелять глазные болезни. Наши предки верили, что Мина не только лечит, но и убирает с глаз пелену, которая мешала отличать добро от зла, а правду от лжи. Говорят, что в этот день у людей наступает прозрение и открываются обманы. Не зря раньше говорили, что Мина пелену с глаз снимает. Как мы уже сказали, 23 декабря наши предки молили о помощи излечить любые глазные заболевания и избавить от пелены. А также это происходило от того, что человек не мог отличить добро от зла, из-за чего постоянно грешил, поддаваясь искушению темных сил. Тот, кто мучился от различных болезней глаз и не мог прийти в храм, утирал глаза белой чистой тканью небольшого размера и просил идущих в церковь отнести ее туда и положить у иконы Мины. Бесноватые и запутавшиеся в жизни люди обязательно должны были сами подойти к лику святого и помолиться. Мина Светлые Очи также помогал и при пропажах, при этом как мелких, так и крупных. По народным поверьям считалось, что сегодня, 23 декабря, можно было просто подумать о предмете, который вы давно ищете и не можете найти, и тут же вдруг появится эта вещь перед глазами. Если же потеря была серьезной, например, заблудилась в селе корова, не пришла домой или кошелек с большими деньгами исчез куда-то, то нужно было помолиться у иконы святого и попросить у него отыскать такую пропажу. Человек как бы прозревал и видел то, что раньше для него было незаметно. На Мину 23 декабря крестьяне ходили к сведущим в магии, ведуньям и ясновидящим, чтобы они с помощью молитвы к святому увидели, куда делся ушедший из дома человек. Для этого надо было принести с собой какую-то вещь, которая принадлежала пропавшему. Часто ясновидцы указывали, куда делся человек, жив он или нет, а также где его найти или когда он вернется. Гадалки также помогали отыскать пропажу или человека. Для этого они проводили специальные гадания для поиска. Девушки 23 декабря много вышивали и шили, так как выпавший снег освещал избу, поэтому можно было работать без дополнительного света, исходящего от свечи. Кстати, в этот день часто к ним на помощь приходили пожилые рукодельницы, переставшие работать из-за плохого зрения. Сегодня они вдруг начинали даже лучше видеть.
С 23 декабря и начинается Спиридонов поворот. Как считали наши предки, это время, когда Солнце в другую сторону поворачивается, из-за чего и ночи такие долгие стоят. В день начала Спиридонова поворота по народным поверьям из-под снега лезут пауки снежные, из стен гвозди, а также полуношница не дает деткам спать, поэтому и читали определенные слова от нее. Рожденные 23 декабря считалось, что это решительные и волевые люди, они находчивые и амбициозные. У них большая сила воли и решительный характер, по натуре они лидеры. В качестве талисмана им подходят нефрит и малахит. Также народные приметы нас предупреждают, что нельзя было делать 23 декабря. Поэтому в день Мины светлые очи делать выпечку с картофелем, с капустой и другими овощами, поскольку тогда всю зиму придется впроголодь жить. В этот день лучше печь пироги с фруктами, с сыром, с грибами или какой-либо, но мясной начинкой. Готовить должны были только замужние хозяйки, поскольку если за выпекание примется девушка на выданье, вдова или старая дева, то тот, кто съест их пироги, год будет чувствовать на душе одиночество и разочарование, даже если никаких предпосылок для этого и не будет. 23 декабря нельзя было примерять очки тем, у кого нет проблем со зрением, иначе можно навлечь на себя близорукость или дальнозоркость. Также в день Мины светлые очень не рекомендуется надевать чужие очки и тем, кто сам страдает плохим зрением. Близкий человек станет пускать пыль в глаза. Не стоило 23 декабря никого обманывать, даже если это делается во благо. Лучше вовсе промолчать, чем лгать, глядя в глаза собеседнику. За такой поступок святой Мина накажет сложностями в личной жизни и финансовыми проблемами. Нельзя сегодня ложиться спать и за полночь, поскольку может явиться полуношница или же темная сила, которая будет мешать крепкому сну и начнет шуметь, шуршать, говорить страшным голосом или же греметь посудой, пугая как деток, так и взрослых. И продолжаться так будет каждую ночь до тех пор, пока хозяева не очистят дом ароматом полыни. Нельзя было и 23 декабря наговаривать на окружающих, судачить и сплетничать, так как злые и лживые слова приведут к сглазу и порче. Сегодня вовсе рекомендуется меньше говорить и больше думать. Не стоит в этот день пить из чужой посуды, иначе на пьющего может напасть нечистая сила и вести в марево так, что человек не сможет понять, что хорошо, а что плохо. Если избежать питья из чужой чашки никак нельзя, то перед тем, как пить, обязательно прочитайте молитву «Отче наш» 3 раза. Напиток важно не допивать и остаток вылить на землю. Также сегодня, 23 декабря, не планируйте никаких шумных сборищ, вечеринок и встреч старых друзей. Считается, что в этот день все может пойти не по плану, вероятны ссоры с давними и очень хорошими знакомыми. Не стоит и заводить новые знакомства, потому что они ничем хорошим не обернутся для вас. Если даже открытого конфликта и не будет, пользы тоже не случится. Не рекомендуется 23 декабря рвать достигнутые ранее договоренности. Это будет ошибочный шаг. Более того, нужно очень серьезно отнестись к обещаниям, данным в этот день. Несдержанное слово спровоцирует целый ряд неудач. 23 декабря запрещено и оставлять дверь открытой. Считается, что нечисть пытается укрыться в этот день от стужи и ищет себе подходящее жилище. Тому, кто поселит у себя такого соседа, будет тяжело в течение всей зимы. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 23 декабря 2021 года. По лунному календарю сегодня у нас с вами 19 и 20 лунный день.
Убывающая луна в знаке зодиака Лев. Считается, что этот день несет в себе тяжелую, напряженную и опасную энергетику. Она просто витает в воздухе. Непростой, достаточно тяжелый будет день, который будет способствовать напряжению всех человеческих сил, что связано с колоссальной энергией, которая спускается в этот день из космоса. А это означает, что человек в этот день сам творит свою судьбу. И только от его поступков и мыслей будет зависеть то, что в каком направлении будет протекать его дальнейшая жизнь. Избыточная энергия этого дня обостряет чувствительность, и человек становится уязвимым. В результате он может поддаться чужому влиянию со стороны, от которого потом будет очень трудно освободиться. Помимо этого, вы легко можете оказаться и сами манипулятором других людей. Все это может привести к иллюзиям, самообману и неправильному выбору пути. Будьте готовы к тому, что даже самые лучшие друзья и проверенные временем партнеры могут предать и предложить идеи, которые в скором времени обернутся против вас. Так что проверяйте сегодня любую информацию, которая становится доступной вам в этот день. Не доверяйте сегодня никому и ни в чем. И обращаем ваше внимание, что сегодня у всех появляется возможность раскрыть творческие способности и потенциал, а также обрести силу и свободу, славу, тепло, любовь, признание социумом. Такие дни благоприятны для хождения и прогулкам по театрам, посещения дворцов. Это время можно считать лучшим для отдыха и для различных развлечений. В такое время все дела пройдут успешно, так как Луна в этом знаке зодиака обеспечивает усиление организаторских способностей, хорошей работы мозга и жажду действий. Огромной силой в этот период обладает лесть, что позволяет пользоваться этим себе во благо. Луна в этом знаке зодиака открывает все возможности для проявления себя как личности, привлечения к себе внимания. Каждый сможет получить оценку окружающих позитивного типа, что создаст хорошее настроение, и обеспечить себя хорошим настроением на каждый день можно, поставив, например, на мелодию будильника свою запись со словами, что вы лучший, что вы красивый, что вы хороший на свете, что вы привлекаете изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Если вам позволяют обстоятельства, то лучше проведите этот день дома и никуда не выходите. В этот день хорошо очищать все материальное и духовное, вашу душу, совесть, мысли, тело и дом. Желательно, чтобы в этот день в доме весь день горела свеча. Посидите у костра, камина, при свечах. Полезно мысленно покаяться в неправедных мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния. Также, что касательно у нас, друзья, стрижки, то стрижка в этот день волос, поэтому сегодня лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте их на себя. Также сегодня, 23 декабря, откажитесь от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Может сделать их просто так для собственного. Что же касательно окраски волос, то окрасьте волосы натуральными красителями. Это привлечет к вам деловых партнеров. Что же касательно прически, то сегодня необходимо расчесывать волосы через каждые 2 часа. И сегодня, обращаем ваше внимание, 23 декабря стоит остерегаться пьяных, а также находящихся под влиянием наркотических или сильнодействующих препаратов, потому что так они будут способны нанести ущерб, при этом не только моральный, но и физический, поэтому будьте осторожны. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 23 декабря 2021 года.